Глава 6. Один из носильщиков паланкина по неосторожности наступил на руку и заголосил первым. Отряд провожающих невесту тут же взорвался криками: «Ну дело!» Шух-шух-шух. В едином порыве они обнажили сверкающие мечи с возгласами, что случилось. Пришел, не зная, куда прятаться в первую очередь. Улица наполнилась гвалтом, Сэлянь же присмотрелся внимательнее. Вопреки ожиданиям, безголовое тело оказалось не человеком, а деревянной куклой. «Какая уродина!» — опять высказался Фуя. Как раз подошел официант, несущий медный чайник, и Сэлянь, припомнив его давешнюю праздность, поинтересовался: «Хозяин, на медне я видел, как эти люди шумели на улице, сегодня же они снова здесь. Зачем они это делают?» «Накликают смерть», — ответил официант. «Ха-ха-ха, этим они хотят выманить злого духа новобрачного», — ничуть не удивился Сэлянь. «А зачем еще им это делать?» — сказал официант. «Отец одной из невест пообещал целое состояние в награду тому, кто отыщет его дочь и поймает злого духа. Теперь вся эта толпа днями напролет устраивает подобный гвалт и портит атмосферу. Пообещавший награду отец был, конечно же, тем самым чинушей». Сэлянь вновь окинул взглядом лежащую на земле сделанную наспех женскую голову и догадался, что они собирались использовать эту куклу в качестве фальшивой невесты. Едва дослушав объяснение, Фуя процедил с отвращением: «Если бы я был злым духом новобрачного и мне бы преподнесли нечто настолько уродливое, я бы тотчас же уничтожил этот город». «Фуя, твои речи совсем не похожи на те, что должны звучать из уст небожителя», — заметил Сэлянь. «А еще не мог бы ты избавиться от привычки закатывать глаза. Поначалу лучше ставить перед собой маленькие цели. К примеру, что-то вроде закатывать глаза только 5 раз в день. Поставь перед ним задачу закатывать глаза 50 раз в день, ему все равно не хватит», — отрезал Наньфэн. В это время из глубины толпы вдруг протиснулся юноша, держащийся с воодушевлением, по всей видимости, один из лидеров, и поднял руку со словами: послушайте меня, так совершенно не может продолжаться. Сколько раз мы тут прошли за последние дни? Разве злой дух новобрачного показал себя?» Все детины принялись наперебой выражать недовольство, соглашаясь с ним. Тогда юноша продолжил: «На мой взгляд, если уж начали дело, то нужно довести его до конца. Поднимемся прямо на гору Юйцзюньшань, все вместе обыщем ее, схватим того уродца и убьем. Я поведу вас, отважные и славные мужи, следуйте все за мной. Убьем уродца, а наградные разделим на всех». Поначалу из толпы доносились только редкие возгласы одобрения, но постепенно, от одного человека к другому, с нарастающим гулом к ним присоединялось все больше и больше людей, пока все они, вопреки ожиданиям, не слились в едином грандиозном согласном хоре: «Уродец! Хозяин, что с тем уродцем, о котором они говорят?» — поинтересовался Сэлянь. «Поговаривают, злой дух новобрачного — это уродец, живущий на горе Юйцзюньшань», — сказал официант. «Именно из-за того, что он слишком уродлив, ни одна женщина его не полюбит, поэтому в его сердце поселилась ненависть, и он стал умышленно похищать чужих невест, не позволяя людям жениться». Такого не говорилось в свитке из дворца Линвэнь, поэтому Сэлянь уточнил: «Есть какие-то доказательства? Не догадки ли это?» «Да кто его знает», — ответил официант чайной. «Говорят, много людей его видело. Будто лицо у него все обмотано бинтами, взгляд злобный, а говорить не может, только хрипит да рычит, как собака». «Повязка на лице не обязательно означает именно уродство», — заметил Фуя. «Также возможно, что причина в исключительной красоте, которую он не желает показывать людям». «Кто знает», — помолчав какое-то время, произнес официант. «Во всяком случае, я его не встречал». В этот момент на улице раздался голос юной девушки. «Вы не слушайте его, не ходите». На горе Юйцзюньшань, опасно говорившая эти слова, скрывалась за углом улицы, то была юная Ин, что вчера вечером приходила в храм Наньяна просить благословения. Стоило Сэлиню ее увидеть, как у него тут же слегка заныла щека, и он неосознанно поднял руку, чтобы потереть болящее место. Едва молодец Пен заметил девушку, он изменился в лице и толкнул ее со словами: «Мужчины ведут беседу, зачем какая-то девица сует свой нос?
От его толчка юная Ин слегка задрожала, но, набравшись смелости, снова произнесла тихим голосом. «Не слушайте его, не имеет значения, устроите ли вы фальшивые проводы невесты или отправитесь обыскивать гору, оба варианта так опасны. Вы же не собираетесь идти на смерть». «Складно же говоришь», — заявил на это юноша. «Все присутствующие здесь собираются рискнуть своими жизнями, чтобы от имени народа сразиться со злом. А что насчет тебя? Думаешь только о себе?» Не согласилась притвориться новобрачной в паланкине. Даже ради всех нас, ради всего народа не нашла в себе и талики храбрости, а сейчас снова заявилась нам мешать. «Что у тебя на уме?» С каждой новой фразой он толкал девушку, заставляя хмуриться наблюдавших за ними из лавки. Сэлянь, опустив голову, разматывал бинты на запястье и слушал слова официанта. Этот их предводитель, молодец Пен, раньше замышлял обманом заставить девушку нарядиться фальшивой невестой, уста его были словно медом намазанными. Барышня не согласилась, и теперь он показал истинное лицо. На улице толпа мужчин все еще гамонила. «Не стой тут, перекрывая дорогу. В сторону, в сторону». Юная Ин, видя такое положение дел, совершенно покраснела, и на глаза ее навернулись слезы. Зачем ты так говоришь?» Юноша снова произнес. «Я правду сказал или нет? Когда я предложил тебе притвориться невестой, ты ведь ни в какую не согласилась. Я не осмелилась, но и тебе тоже не следовало резать мою юбку», — отозвалась юная Ин. Едва она упомянула тот случай, юноша тут же подскочил, словно ему наступили на больную мозоль, и воскликнул, указывая на нее. «Такой уродине, как ты, не стоит поливать людей грязью. Я порезал твою юбку, ты меня за слепца принимаешь. Уж не ты ли сама захотела обнажиться перед людьми и порезала ее? Как знать, вдруг даже на порванную юбку никто не взглянул, ты же такая уродина. Не наводи на меня напраслины». Нань Фэн решительно не мог дальше слушать это, и чайная чашка, хрясь, разлетелась на осколки в его руках. Как только он собрался подняться с места, мимо него вдруг пронеслась белая тень. А подпрыгнувший на тричи молодец Пен громко закричал, закрыв лицо ладонью, и рухнул задницей на землю, между его пальцев каплями стекала алая кровь. Никто еще толком не успел разглядеть, что случилось, как он уже сидел на земле. Все было решили, что это дело рук юной Ин, однако кто бы мог подумать, что обернувшись к ней, люди ее уже не увидят. Даос в белых одеждах заслонил девушку от толпы. Сэлянь вложил руки в рукава и, не оглядываясь назад, с улыбкой посмотрел на юную Ин. Слегка наклонившись, чтобы оказаться на уровне ее глаз, он спросил. «Барышня, позвольте узнать, могу ли я пригласить вас отведать чашечку чая?» Лицо сидящего на земле молодого предводителя Пена пульсировало жгучей болью, будто после удара Ганбеня. Вот только у Даоса совершенно очевидно не было при себе оружия, да и не заметил юноша, как тот совершал бросок и что при этом использовал. Молодец Пен поднялся, пошатываясь, и схватился за меч с криком. Этот человек использует колдовство. Стоило толпе позади него услышать слово «колдовство», все люди тоже ощетинились мечами. Но никто не ожидал, что Нань Фэн, стоящий позади Сэляня, вдруг ударит ладонью, хрясь. Вслед за звуком переломилась колонна. При виде этой нечеловеческой силы все мужчины переменились в лице, а сердце молодого предводителя Пена наполнилось страхом, хотя он продолжал упорствовать, бросившись в их сторону с громким выкриком. «Сегодня я потерпел поражение. Вы последователи какого учения? Назовите свои имена, чтобы в будущем мы снова могли». Нань Фэн не снизошел до ответа, но Фуя заговорил вместо него. «Не вопрос, не вопрос». Он из храма огромного Нань Фэн нанес еще один удар, и эти двое принялись драться, как ни в чем не бывало. Сэлянь поначалу намеревался пригласить девушку посидеть в чайном домике, заказать ей чашечку фруктового чая и какие-нибудь закуски, но она вытерла слезы и покинула место событий, так что ему оставалось только проводить взглядом ее удаляющуюся фигуру и вздохнуть. А затем одному вернуться в лавку. Когда он вошел внутрь, официант напомнил: «Не забудьте заплатить за колонну». После этого, усевшись, Сэлянь повернулся к Нань Фэну и повторил: «Не забудьте заплатить за колонну». Юноша ничего не ответил.
«Прежде всего давайте займемся делом», — сказал Сэлянь. «Кто одолжит мне немного духовных сил, чтобы я смог подключиться к духовной связи для проверки информации?» Нань Фэн протянул руку, и Сэлянь пожал ее, словно давая клятву. Можно сказать, они заключили очень простой договор, благодаря которому Сэлянь вновь смог войти в духовную связь. Стоило ему это сделать, как он сразу услышал Линвань. «Ваше Высочество, ты наконец одолжил духовные силы. Все ли у вас на севере продвигается удачно? А что насчет духов войны, которые предложили свою помощь?» Сэлянь приподнял голову, бросив взгляд на колонну, разбитую ударом ладони Наньфэна, и на безучастно отдыхающего с прикрытыми глазами Фуя, и сказал: «У каждого из духов войны есть свои сильные стороны, они весьма талантливы. В таком случае действительно стоит поздравить генерала Наньяна и генерала Сюаньжэня», — рассмеялась Линвань. «Ведь, как следует из слов вашего высочества, этих двух духов войны непременно ждет великое будущее, а их вознесение уже не за горами». В тот же миг раздался холодный голос Муцина. Он не оповестил меня, что отправляется в путешествие, и ушел самовольно. Я ничего не знал об этом. Сэлянь подумал про себя. Все же ты действительно целыми днями только и делаешь, что караулишь духовную связь, ваше высочество, где вы сейчас, продолжила Линвань. Север находится под личным покровительством генерала Пэя, обряды возжигания благовоний совершаются для него в изобилии. Если у вашего высочества возникнет нужда, можете на некоторое время остановиться в одном из его храмов ясного сияния. «Не стоит беспокойства», — сказал Сэлянь. «В окрестностях не обнаружилось ни одного храма ясного сияния, так что мы остановились в храме Наньяна неподалеку. У меня есть один вопрос, Линвань, касающийся злого духа новобрачного. Нет ли у вас какой-либо еще информации о нем?» «Есть», — подтвердила Линвань. «Буквально только что в моем дворце определили ранг. Свирепый, свирепый, любую нечисть, учиняющую беспорядки в мире людей, во дворце Линвань подразделяют на 4 ранга согласно их силе: злой, жестокий, свирепый, непревзойденный. Злой убивает одиночек, жестокий способен уничтожить семью, свирепый может истребить целый город. А наиболее страшен непревзойденный, когда приходит в мир, он приносит несчастье целой стране и губит народ, наводя хаос в Поднебесной». Укрывшийся на горе Юйцзюньшань злой дух новобрачного неожиданно оказался свирепым, уступающим только непревзойденному. Следовательно, видевшие его люди вряд ли могли уйти невредимыми. Поэтому, когда Сэлянь покинул круг духовной связи и сообщил об этом остальным, Наньфэн сказал: «Значит, тот уродливый мужчина в бинтах, большей частью ложный слух. Или же они просто видели что-то другое. Есть и иная вероятность», — заметил Сэлянь. «Например, при некоторых особенных обстоятельствах злой дух новобрачного не станет или не сможет вредить людям». Фуя недовольно проворчал. «Дворец Линвань поистине неэффективен, им понадобилось так много времени, чтобы определить ранг. Какой от этого прок? Во всяком случае, мы получили некоторое представление о силе противника», — заключил Сэлянь. «Однако, коль скоро он свирепый, волшебные силы злого духа новобрачного исключительно мощны, обмануть его манекеном совершенно невозможно. Если мы собираемся выманить его, сопровождающие не могут быть фальшивыми куклами для отвода глаз, также нельзя иметь при себе оружие. Что важнее всего, невеста тоже должна быть живым человеком. Поищем женщину на улицах города, предложим ей стать приманкой, и все», — сказал Фуя. Наньфэн однако же не согласился. «Не годится». «Почему?» — удивился Фуя. «Не захочет. Дадим ей денег, тогда захочет». «Фуя», — сказал Сэлянь, — «даже если какая-то девушка согласится, этот способ тоже лучше не использовать. У злого духа новобрачного ранг свирепый. Если по случайности мы его упустим, с нами ничего не случится, но, если невеста будет захвачена, слабая женщина не сумеет сбежать или оказать сопротивление, боюсь, ее ждет только смерть. Тогда, если нельзя искать женщину, остается только найти мужчину», — подытожил Фуя. «Где ты собираешься искать мужчину, который согласился бы нарядиться?» — начал Наньфэн. Не успел он закончить фразу, как взгляды обоих юношей сошлись в одной точке.
Сэлянь по-прежнему мягко улыбался. Вечер, храм Наньяна. Простоволосый Сэлянь вышел из внутренней части храма. Едва духи, что присматривали за храмовыми вратами, увидели его, Нань Фэн тут же яростно выругался. «Блядь!» и ринулся прочь. Сэлянь безмолвствовал какое-то время, а затем спросил. Из-за чего он так? Если бы позвали кого взглянуть, любой бы с первого взгляда увидел, что перед ним красивый юноша с нежным обликом. Однако именно из-за этого вспылил Нань Фэн. Мужчина исключительной красоты облачен в женское свадебное одеяние, на подобную картину многие не смогли бы смотреть, не отводя глаз. Например, Нань Фэн. Он, возможно, всего лишь не сумел этого принять, потому отреагировал столь бурно. Сэлянь заметил, что Фу Я остался стоять на месте и теперь окидывает его неоднозначным взглядом, и спросил. «Ты хочешь что-то сказать?» Фу Я слегка кивнул. «Если бы я был злым духом новобрачного и мне бы кто-то послал такую женщину, ты бы тотчас уничтожил этот город», закончил за него Сэлянь. «Нет, я бы просто убил эту женщину», сказал Фу Я ледяным голосом. Сэлянь улыбнулся. «В таком случае остается сказать только, что я, к счастью, не женщина». «Я полагаю», продолжил Фу Я, тебе сейчас лучше спросить по духовной связи, не найдется ли небожителя, который согласился бы обучить тебя искусству смены облика. Это было бы полезнее. На небесах действительно имелось несколько бессмертных, которые по некоторым причинам в совершенстве владели техникой перевоплощения. Однако Сэлянь боялся, что не успеет изучить эту технику прямо сейчас. К тому же, Нань Фэн вернулся с позеленевшим лицом, закончив браниться, он значительно успокоился, в этом дух войны действительно как две капли воды походил на генерала, которому служил. Сэлянь отметил, что становится темнее, и поторопил. «Довольно, под свадебным покрывалом все одинаковые». С этими словами он сам начал себя накрывать, однако Фу Я поднял руку, останавливая. «Не спеши, ты ведь не знаешь, каким образом злой дух новобрачного убивает людей. Если он сорвет покров с твоей головы и обнаружит обман, в пылу гнева дух может быть непредсказуем. Разве не доставит это множество проблем?» Сэлянь признал эти слова разумными, но все же сделал шаг вперед, вслед за которым послышался треск. Сказать по правде, красное свадебное одеяние, что Фу Я нашел для него, на самом деле оказалось не очень-то впору. Изначально оно предназначалось для хрупкой женщины, поэтому, когда его надел Сэлянь, в талии оно не то чтобы совсем не подошло, но попытки поднять руки или пошевелить ногами заставляли чувствовать себя словно в тесных путах, а едва он попытался совершить движение более свободное, ткань и вовсе порвалась. Как раз, когда он старался найти прореху, от ворот храма долетел голос. «Извините», троица обернулась на голос и обнаружила юную Ин, обеими руками держащую свернутые белые одежды, девушка стояла на пороге храма и робко смотрела на них. «Я помню», — сказала она, — «что вчера вечером видела тебя здесь, поэтому решила прийти и проверить, получится ли встретиться еще раз. Одежду я постирала, положу ее здесь. Огромное тебе спасибо и за вчера, и за сегодня». Сэлянь уже было улыбнулся ей, но внезапно вспомнил, как сейчас выглядит, поэтому решил, что все же не следует много говорить и пугать людей. Откуда ему было знать, что юная и не только не разгневается на него, но, наоборот, подойдет на шаг ближе со словами. «Если это тебе, если тебе нравится, могу ли я помочь?» «Нет, барышня, не поймите неправильно», — с запинкой отозвался Сэлянь. «У меня вовсе нет увлечений такого рода». я знаю», — торопливо сказала юная Ин. «Я имела в виду, что, если ты не против, я могла бы помочь тебе. Вы ведь хотите изловить злого духа новобрачного». Тон ее голоса, как и ее лицо, немного поднялся, пока она говорила. Я могу переделать одежду, у меня при себе и иголки, и нитки. Все, что нехорошо сидит, я исправлю. Еще я могу сделать макияж и прическу. Я тебе помогу». Сэлянь потерял дар речи. Когда миновало время, за которое сгорают две палочки благовоний, Сэлянь во второй раз вышел из храма с покрытой головой. На сей раз свадебный покров новобрачной уже был на нем. Нань Фэн и Фу Я выглядели так,
словно хотели посмотреть на него, однако в конце концов все же решили поберечь свои глаза. Найденный ими паланкин находился у храмовых врат, тщательно отобранные носильщики тоже ожидали уже долгое время. Под взошедшей на ночное небо луной его высочество наследник престола, облаченный в свадебные одежды, занял место в большом свадебном паланкине красного цвета.